Здравствуйте, друзья! Сегодня мы нарисуем улитку. Вы только посмотрите на это чудо природы. Улитки – это моллюски. У них есть раковина, домик, в который они могут спрятаться, если ему угрожает опасность. Интересно, что домик, ракушка, растет вместе с улиткой всю ее жизнь. Поскорее готовьте художественные материалы, будем рисовать улитку. Нам понадобится бумага, кисти, палитра, гуашь и вода. Начинаем с линии горизонта, намечаем ее легкими линиями, нарисуем раковину, домик улитки и ее тело, туловище, голову и не забудем про хвостик. Лишние линии уберем, уточним, подправим. Выкладываем на палитру яркие краски, которые вам нравятся. Я смешиваю белила и синюю краску. И голубым цветом нарисую голову и туловище улитки. Рисую кисточкой среднего размера. Это синтетика. Очень удобная и практичная в работе. Рисуем животик. Хвостик улитки. Тело улитки очень нежное и незащищенное. А это рожки улитки. Ученые их называют щупальца. Они играют важную роль в жизни моллюска. Рожки-щупальцы очень подвижны и очень чувствительны. Если случайно к ним прикоснуться, они мгновенно прячутся, сокращаются. Рисуем домик улитки. Для этого я соединила белила с красной краской. Определимся с размерами домика. Рисуем его дугообразными линиями, формообразующими движениями. Линии как будто бы повторяют форму домика. Кисточка словно гладит улитку по ракушке. Чистым красным цветом пройдемся по контуру и закрутим линию по спирали. Нарисуем спиралевидную линию. Сразу видно, что это домик улитки. Не простой улитки, а сказочной. Перейдем к линии горизонта. Нарисуем траву. Рисуем охрой. И смешаем охру с зелеными оттенками, светлым и темным. Немножко добавим белил. Вот такая получится у нас трава. Рубиновым цветом еще раз пройдемся по спирали, чтобы линия выглядела более контрастно и четко. Дугообразными линиями украсим раковину улитки, домик улитки. Эти линии придадут объем домику. В жизни у настоящих улиток цвет, размер и окрас ракушки может быть очень разным. Он зависит от среды обитания. Существует огромное количество видов улиток. Улитки появились на нашей планете более 500 миллионов лет назад. Животик украсим точечками. Ватная палочка поможет нам их нарисовать. Кончиком кисти нарисуем мелкие точечки. Поменяем воду. Очень важно промывать кисточку. Кисточка должна быть чистой, когда вы набираете новый цвет. Тогда ваши краски будут яркими, сочными. Ватной палочкой я нарисовала глаза, щечки. Кончиком тонкой кисточки нарисуем улыбку, украсим рожки. Глаза улитки будут синими. Добавим еще декоративных элементов на туловище. Нарисуем изумрудную зеленую густую траву. Улитки очень любят прятаться в траве. На этом можно было бы и остановиться. Но мне очень хочется украсить домик нашей улитки красивым окошком. Поэтому я возьму бумагу, ножницы, линейку и карандаш и сконструирую окошко для улитки.
Если вам понравится моя идея, вы тоже можете ее повторить, можете видоизменить, придумать что-то свое. Из голубой бумаги я вырезаю две детали, внутреннюю часть окна. Приклею с помощью клея-карандаша вот так. Тщательно прижимаем детали, проглаживаем, чтобы они хорошо соединились. Получилось у нас вот такое прекрасное окошко для нашей улитки. Улитка путешествует, отправляется в дальнюю дорогу, а мы ей подарим чудесное окошко. Сейчас найдем для него место. С обратной стороны окошка проклеим хорошо клеем и найдем ему место на домике. Как хорошо, когда есть окошко. Выглянув в него, можно увидеть, какая погода. Пасмурно или солнечно, снег или дождь. Можно узнать, утро сейчас или вечер. А еще можно увидеть, кто гуляет во дворе. На окошке у улиточки лежит груша. Желтая, медовая, тяжелая, толстобокая, толстощекая. Лежит, греется на солнышке, а рядом цветы растут. Как вы думаете, как они называются? А у вас в доме растут цветы? Очень интересно. Добавим уюта, украсим окошко легкими, воздушными, невесомыми занавесками. Рисуем средней кисточкой, набираем гуашь на кончик кисти, смешиваем белую краску и голубую. А еще нарисуем яблоко, красное яблоко, чтобы груша с яблоком разговаривали. Какой уютный домик получился у нашей улитки с окошком, со ставинками. Улитка продолжает свое путешествие, спешит навстречу со своими друзьями. Как вы думаете, с кем может дружить улитка? Мне кажется, она может подружиться с бабочками, с пчелами, а может быть с кузнечиком и стрекозой, а может быть с ежиком или белочкой. Интересно, как вы думаете? Моя улитка очень дружелюбная, у нее много-много друзей. По дороге она встретила своих друзей, семейство божьих коровок, и решила их прокатить. Украсим ставни окошка декоративными элементами. Нарисуем густую, зеленую, высокую, пушистую, шелковистую траву, а в траве будут расти цветы. Красные, желтые, оранжевые, какие только захотите. Вот какая история про улитку-путешественницу получилась у меня. А у вас будет совершенно другая история. Может быть, ваша улитка отправится в горы или в джунгли, или будет жить на дне океана, а может быть, на борту космического корабля? Фантазируйте, рисуйте и мечтайте смело. Можно рисовать не только гуашью. Возьмите фломастеры, цветные карандаши, акварель, восковые мелки. Можно лепить и вырезать. Главное, ничего не бояться и действовать смело. Потихоньку, не спеша, улитка добралась к нам в гости в творческую студию «Живые краски», чтобы посмотреть, как лепят и рисуют маленькие художники нашей студии. Побольше бабочку и бантик ей нарисовать? Можно. Ого, какая трава выросла. Да. У меня красивые улиточки. Сфотографируйте.
я Ну-ка, вам- покажите. Вот я Мне вам кажется, сделал. нас уже на видео снимают. Хищник, который есть улиток. Девочка на стуле. Так и назовем, да? Да, новое имя. Надо будет ей купить маленький стол, пусть там будет сидеть. Еще Королева приехала с отпуска. Да. так. Украшение что я хотела. Равно. Или это Г, это Г украинское. Г равно Г. Не, Г равно 1. Почему у меня выходит всегда вместо Г1? А у меня вот как получилось. А будет что-нибудь на домике там сверху или нет? Я что-то буду здесь травочку маленькую. А у нас в отеле они взяли, съели все печеньки. Приносит королеве зато своей. А я видела королеву, какая она толстая. Ну, много печенек. Королева муравьев? Да. Она такая огромная. Она ходила, гуляла с муравьями. Наверное, ее подданные. Может, она просто детей решила выгулять. Подданные королевы муравьев. Да, охранники. Они красные охранники. Солдаты. У нее корона была, нет? Красной армии? Не было короны, я не видела. А может, она микроскопическая? А вот солдат ее. Сейчас Кстати, можно кое-что сказать? Маленькие художники рисовали и лепили с вдохновением, увлеченно, с интересом. Мы даже не успели сфотографировать все наши работы. Улитка прощается с нами и отправляется путешествовать дальше. А мы благодарим вас за внимание. Обязательно поддержите нас лайками, подпишитесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями. Может быть, оно будет кому-то полезным. Прощаемся ненадолго. Скоро увидимся вновь. До новых встреч, друзья. До свидания.